Сейчас не лучшее время для прогулки, поскольку день пасмурный. Я сделаю обычный дисклеймер. У меня на участке происходит непрерывная работа, которой я часто занимаюсь одновременно в нескольких местах. Под краем гравийной отсыпки слева лежит пирог из двух слоев геотекстиля с полиэтиленом между ними. Под гравийной дорожкой с правой стороны проложена траншея с дренажной трубой в гравийном слое прямо от нашего дома до озера. Это одна из многих веток дренажа. Под дорожкой между группой туй с кипарисовиком и массивом рододендронов проходит дренаж от канавы сверху от дороги, в который вливается дренирование посадочных ям под туями и рододендронами. В этом месте дренаж уходит вниз по склону и входит в ветку дренажа на более низком уровне. Эта дренажная ветка идет под краем красной гравийной отсыпки и дальше вдоль скалы. Растения внизу скалы посажены в дренированные карманы. Это как раз то место, где я хотел сделать что-то в японском стиле, пока оно ждет. Здесь я планирую сделать небольшую террасу около воды, чтобы посадить на нее японские ирисы, которых у меня много. На краю леса виден насос для полива. Справа перед камнями траншея, куда я сваиваю всю органику, которая у меня образуется при работе на участке, постепенно засыпаю ее отходами грунта. Думаю, что через несколько лет я ее заполню полностью. Под небольшой террасой слева, где растет горная сосна и кедровый стланник,
тоже есть дренажная траншея с трубой гравийным слоем. Массив микробиота слева состоит всего из 5 растений. Это мой основной рабочий инструмент. Тент на навесе. Давно пора менять, и я думаю этим заняться, когда подморозит. Это русло ручья, который течет в мае и июне. Часто даже не весь июнь, но русло остается влажным почти все лето. Куча веток дожидается перемалывания на хвойную мульчу. Этим склоном я занялся в 2018 году. Под всеми посадочными траншеями вдоль подпорных стенок тоже проходит дренаж, собирающий родники, вспухавшие после дождей. Тут тоже ветки на мульчу и рабочие кучи покупной земли и торфа. Это въезд на наш участок. Справа старый сарай, единственный, который я не перестраивал, а только покрасил. А за ним маленький домик с очень большой террасой для приезжающих друзей.
Тут справа место, где я выкорчевал дюжину берез, и на их место этой осенью посадил рододендроны. Здесь посадка рододендронов, сделанных прошлой осенью. Рододендроны выращены из семян, собранных в мустеле, и этим летом они уже цвели. А вот это коттедж, который мы сдаем своим гостям через Airbnb. Этого каменистого мыса раньше не было. По моей просьбе экскаватор свалил в озеро валуны при выравнивании площадки под эллинг. Я их выровнял, насыпал сверху грунт и посадил голубику и канадскую клюкву. Клюква осталась теперь только на камнях рядом с озером. Выше хвощ ее забил. Голубика прекрасно плодоносит. Налево еще продолжается наш участок, но я туда не пойду.
Это эллинг для каяков и прочего инвентаря. О, а вот и солнышко. Здесь проход вниз из гостевой части на наш участок. Слева, по сути, прикоп на двух маленьких террасах. Здесь растут сеянцы рододендронов и некоторые растения, для которых пока места не нашлось. На постоянном месте только оралия и псевдозибальдов клен. Под домиком и террасами практически все лето течет ручеек. Перед камнями посажена облепиха. До места справа за ручьем пока руки толком не дошли, но возможно через годик я за него возьмусь. Камни покрылись мхом меньше, чем за 10 лет. Были абсолютно чистые. Я их отмывал. Здесь недоделанная тропинка. Ну, вроде все.